Гавайщина. Сколь много в этом звуке для сердца отдыхающих слилось. У подножья вулканов колосятся пальмы рослые. Волны бирюзовые в услату серфером гудят. Как объять твои хребты, Гавайщина? Сотни верст по твоим дорогам как промчать? Мы на Гавайях. Привет, касатики! В ближайшие 40 минут с хвостиком, немного лета и все о Гавайских островах. Но для начала давайте я вам все-таки расскажу, насколько нынче непросто добраться до Гавайщины. Я бы хотел рассказать, что все прошло гладко, но, как понимаете, со мной так не бывает. Дело в том, что я купил билеты в Лос-Анджелес через Амстердам. И только уже в аэропорту вспомнил, что в моем загранпаспорте стоит обычная туристическая виза B1, B2, а с ней через Европу в США лететь нельзя. Поэтому я в срочном порядке прямо в аэропорту зашел на сами знаете какой сайт, купил другие билеты, на этот раз через Стамбул. 14 часов в самолете, и я в Лос-Анджелесе. Здесь, прямо в аэропорту, сдаю тест на ковид, заселяюсь в отель и 2 дня жду здесь результатов. Результат приходит отрицательный, я быстро регистрируюсь на сайте штата Гавайи, загружаю туда ПЦР-тест и получаю код. Сажусь на рейс, еще 6 часов в самолете, заполнение всяких официальных форм, опросников по здоровью, и мы почти на Гавайях. Но, естественно, с моей удачей я также был задержан таможенниками. Еще 15 минут общения с таможенным офицером, и я официально в Гонолулу. Арендую машину и думаю о том, сколько за последние 3 дня было ситуаций, когда моя поездка была под большим вопросом. Как вы понимаете, чтобы разруливать подобные ситуации, знание английского языка просто необходимо, и в этом вам точно сможет помочь партнер этого выпуска — сервис по изучению английского языка Cambly. Cambly — это не обычная школа английского языка, это скорее платформа, где вы в формате дружественной беседы общаетесь с носителями языка. Преподаватели Cambly не будут напрягать вас лишней информацией, а научат, как правильно говорить на английском, подбросят вам новые фразочки и вообще обогатят ваш словарный запас. Как вы, возможно, знаете, те, кто чаще общаются с носителями языка, быстрее его учат и увереннее на нем разговаривают. Что важно, обучение проходит в формате разговоров, то, что называется «за жизнь». И многие ученики дружат со своими преподавателями по несколько лет. Переходите по ссылке в описании, и по промокоду, естественно, Алоха, вы сможете получить первые 15 минут без покупки подписки, либо каких-то других улов. И учите английский. Дамы и господа, добро пожаловать на Гавайи. 50-й штат США, архипелаг вечного лета, или, как его еще называют, Алоха Стейт и Рейнбоу Стейт. Это также зафиксировано на всех номерных знаках штата. Название не взяли с потолка, радуги здесь действительно случаются каждый божий день, и чуть позже вы поймете почему. Гавайи — это одна из главных тихоокеанских здравниц и, пожалуй, самый известный курорт в Америке. И виной всему не только потрясающая природа и сногсшибательные ландшафты. Острова могут похвастаться наличием целых 10 из 14 возможных климатических зон. На острове Оаху, куда мы с вами прилетели, их значительно меньше, но это не мешает ему быть очень разнообразным в плане смен пейзажей и природных красот, которые мы и будем с вами исследовать в ближайшие несколько дней. Но начнем мы все-таки не с природы, а с главного города на этом острове. Я уже был в Гонолулу, и, естественно, этот город не является причиной моего приезда на Гавайи, но не показать его я вам не могу. Так что экспресс-экскурсия по Гонолулу. Поехали. Гонолулу — канонический город-курорт. Пальмы, пляжи, здоровенные гостиницы прямо у воды, дрон атакует попугаи, а не чайки, а в парках бегают они. Я как в деревне у бабушки, честное слово. Да, в Гонолулу полно диких кур. Их даже пробовали отлавливать, но пока безуспешно. Так они теперь и пасутся на улицах, парках, а также в частных резиденциях, куда частенько забираются.
Город с точки зрения туриста отличный, у него есть какой-то свой особый вайб, но самое главное, на примере Гонолулу понимаешь, в чем самый цимис Гавайев. Дело в том, что это почти идеальные тропические острова, то есть пальмы, пляжи, бирюзовая вода, леса, водопады и вот это вот все. Но только с офигенной американской инфраструктурой, безопасностью, работающими законами и хорошим сервисом. То есть такой тропический вариант американской мечты, где у тебя есть собственный маленький домик на берегу океана, красная Камара, но при этом все до боли знакомо, привычные заправки, магазины, знаки, правила. В общем, Америка. Или вот вам еще один пример. Америка. Если человеку упадет на голову ветка от пальмы, он может засудить штат, поэтому эти ветки сейчас срезают. На всякий случай. Ну и раз уж мы заговорили про плюсы, давайте поговорим про минусы и подводные камни. Ну, во-первых, Гавайи — это очень далеко. Пожалуй, это самое удаленное место, в которое когда-либо летал. Разница по времени с Киевом 12 часов, и первые дни тебя мучает дикий джетлаг. А джетлаг — это когда ты думаешь, что сможешь заснуть, но ты лег, покрутился и понимаешь, что, наверное, все-таки не сможешь. И так несколько дней. Ну и второе, так как это Америка, Гавайи — это достаточно дорого. Сейчас, конечно же, цены подупали, потому что туристов, не так много, но вообще Гавайи — это дорого, мягко говоря. Гостиницы, особенно в районе Вайкики, стоят конских денег, поэтому я снял себе отель Халабуду. У этого отеля на Гугле самый низкий рейтинг из всех мной виденных — 2,3. Но он стоил всего лишь $75 в сутки и находился почти в самом центре событий. Самая большая боль лично у меня в Гонолулу — это парковка. Так как это Америка, все здесь должно быть аккуратно запарковано, оплачено, иначе, вы сами понимаете последствия. Я искал парковку минут 30, в итоге запарковал машину недалеко от гостиницы, а утром, когда пришел ее забирать, меня ждал небольшой сюрприз. 75 чертовых долларов стоит парковка. Не знаю, может быть, часов 10-11 простоял здесь. Честно говоря, после этого желание брать автомобиль в этом городе у меня отбито напрочь. Но так как на островах без машины очень сложно, я ее, конечно, все-таки взял. Хотите верьте, хотите нет, но парковка этого автомобиля мне в итоге обошлась дороже, чем его аренда. В какой еще стране такое могло произойти? А что вы хотите? Америка. Давайте теперь разберемся, как Гавайи, которые находятся в паре тысяч километров от континентальной Америки, стали штатом США. Сейчас супер кратко об истории Гавайев. Еще пару тысяч лет назад острова были полностью необитаемы, но потом сюда начали приплывать полинезийцы, в основном с островов Бора-Бора и Таити. Путь это был не близкий, но полинезийцы были заправскими мореходами. Они начинают обживать острова, добывать кристаллы, веспингаз, в общем, развиваются. В конце 18 века здесь возникает королевство Гавайи, у которого был свой король и королевская резиденция – дворец Иолани. До сих пор это единственный королевский дворец на территории всего США. Сюда начинают приезжать англичане, которые подбрасывают гавайцам идею для флага, и американцы, которые сначала рассказывают местному населению об Иисусе, а потом начинают делать деньги. Деньги делались на выращивании сахарного тростника. Бизнес рос, на Гавайях появлялось все больше американских компаний, но что еще важнее, здесь также появилось несколько поколений американцев, которые родились на Гавайях. Тогда и возникла идея аннексии островов. За аннексию Гавайев проголосовал Сенат, который направил в Гонолулу американский крейсер. Судьба островов была решена. 6 июля 1898 года над дворцом Иолани был поднят американский флаг. Королева была низвергнута, гавайский язык полностью запрещен, как и гавайская культура. Спустя почти 100 лет США официально извинятся за свержение власти на острове. В 1993 году Билл Клинтон подпишет Apology Resolution, так называемую резолюцию об извинении. Но это произойдет уже после того, как в 1959 году Гавайи станут 50-м штатом США. Причин, по которым Гавайи стали частью Америки, несколько. Одна из них – важное географическое положение островов в самом центре Тихого океана. Поэтому здесь базируется Тихоокеанский флот США, в бухте, название которой нам с вами очень хорошо известно. Это Пёрл-Харбор. Это военный объект, здесь нельзя снимать, но, как и в случае со многими военными объектами, все это в открытом доступе есть на Google Maps. В Пёрл-Харборе находятся два памятника истории. Первый — это место, где японцами был потоплен корабль USS Arizona, после чего Америка вступила в войну.
Второй — это корабль USS Миссури, на борту которого был подписан акт капитуляции Японии, где, по сути, война и закончилась. Оказывается, что американцы настолько боялись, что японцы смогут захватить Гавайи даже после Пёрл-Харбора, что решили пометить все ходившие здесь в обиходе доллары. То есть, если вдруг японцы отожмут эти острова и заберут весь кэш, то он не будет иметь никакой ценности, потому что его будет легко идентифицировать. Такие достаточно редкие купюры с надписью «Гавайи» на обратной стороне сейчас можно купить на аукционах по несколько сотен долларов за штуку. Как вы уже поняли, в Пёрл-Харборе полно военных баз, и вот вам еще одна интересная находка. Здесь в Гонолулу существует штука, о существовании которой я даже не подозревал — Military Uber. То есть это такое специальное такси, которое имеет право на заезд на территорию закрытых воинских частей. В Гонолулу куча военных, им тоже хочется куда-то ездить, и поэтому для них придумали специальное такси. Обалдеть. Теперь давайте быстро пробежимся по главным достопримечательностям города. Первое место — это бывший маяк, который теперь является одним из самых узнаваемых сооружений в Гонолулу. Это башня Алоха. Вы, наверное, в курсе, что алоха — это традиционное гавайское приветствие, и оно здесь вот реально на каждом шагу. Но местные чаще используют шаку — приветственный жест в виде оттопыренных большого пальца и мизинца. Типа «дай этому парню шаку» или «большую шаку». Вторая локация связана с граффити. Это хипстерский район Какаака, в котором каждой весной проводят фестиваль Поу-Вау. В результате здесь остаются десятки уникальных муралов. Самый известный, пожалуй, вот этот. На нем изображен бывший президент США Барак Обама, который родился и вырос в Гонолулу. Давно у нас не было пляжа, а это все-таки выпуск про Гавайи, так что давайте срочно исправлять. Естественно, мы не можем обойти стороной один из самых легендарных пляжей не только на Гавайях, но и вообще в мире. Он называется Вайкики-Бич. Это место пару сотен лет назад для отдыха и серфинга использовала гавайская знать. А сейчас здесь самая большая концентрация гостиниц и туристов на острове. Хотя, конечно, то, что вы видите сейчас, это уникальные кадры, потому что таким пустым Вайкики вряд ли можно было наблюдать последние, лет так 50. Место под пляж выбрали не случайно. Это самая солнечная точка южного побережья острова. Ветер постоянно продувает курортную зону, и даже если позади тучи в километре идет дождь, то на Вайкики обычно светит солнце, серфинг, крабики, короче, полный фарш. С этим пляжем, правда, есть одна проблема. Дело в том, что он медленно исчезает. Всему виной эрозия, и без того узкая полоска берега уменьшается еще сильнее. Основная причина в отелях: их построили слишком близко у воды, и они просаживают песчаный грунт. Кстати, песок здесь не гавайский, он привезен сюда из Калифорнии. В общем, так как берега здесь и так мало, и он при этом еще и уменьшается, то, пожалуй, это одно из самых дорогих мест во всех Гавайях. Последняя достопримечательность, которую я хочу вам показать, это не место. Это гавайские бомжи. Есть трудовая миграция, есть, оказывается, еще и бомж-миграция. То есть сюда, на острова, приезжало достаточно большое количество бездомных со всех штатов, потому что на Гавайях хорошо. И до последнего времени Гавайи удерживали даже пальму первенцев в соотношении бездомных на 100 тысяч населения. Но в этом году вперед вырвался Нью-Йорк, что, по-моему, логично. Гавайи — это Бердянск для бездомных. То есть рай. Здесь круглый год тепло, никакую теплотрассу или подвал искать не надо. Где прилег, там и заснул, без риска обморожений. Подошел к фонтанчику с питьевой водой, умылся, а можно еще круче, потому что на Гавайях просто куча бесплатных муниципальных душей. Так как живут гавайские бомжи, нашим вот реально не снилось. Ставят палатки вот в таких живописных пейзажах прямо под пальмами с видом на океан. Местные частенько привозят им еду, а еще гавайские бомжи не платят налоги, у них бесплатное здравоохранение, а в качестве пособия от штата они получают около $300 на еду и $400 на жилье каждый месяц. Относительно появления бездомных на Гавайях ходит очень много баек. Вот одна из них. I don't know how true it is, but I'm sure it's kind of true that we hear the reason why we have a lot of homeless is the solution to California's homeless problem is they buy them a one-way ticket, clean them up and buy them a one-way ticket to Hawaii. Подобно депортации бомжей на Гавайщину уличили и Нью-Йорк, но я не могу с уверенностью сказать, что это правда. На самом деле бездомные здесь иногда очень прилично выглядят. Многие из них могут даже иметь работу, но вот жилья у них нет, потому что жилье на Оаху — это очень дорого. И так как Гавайи не останавливают поток бездомных из других штатов, а наоборот, вкладывают еще больше денег в пособия, количество бомжей здесь, скорее всего, с каждым годом будет только увеличиваться. Но, естественно, острова — это далеко не только бомжи. Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать все этническое разнообразие, живущее на Гавайях, я предлагаю нам отправиться в очень социологическое место – на кладбище. Долина храмов — это не просто кладбище, а целый мемориальный парк.
Мне доводилось бывать на разных кладбищах в разных частях мира, и это, пожалуй, одно из самых живописных. Но нас с вами в данном случае интересует не столько красота, сколько этнография. И здесь есть на что посмотреть. Кроме американской секции, здесь на кладбище есть также корейская и японская. И японских могил здесь особенно много. Дело в том, что сейчас Гавайи — это единственный штат Америки с доминирующим азиатским населением. Азиатов здесь больше 57%. Большинство их предков приехало сюда в качестве работников на сахарных плантациях. Хотите верьте, хотите нет, но кроме китайцев, филиппинцев и японцев, здесь работали даже сибиряки. Их в начале прошлого века привезли сюда, чтобы разбавить азиатское население острова. В это действительно не просто поверить, но около 1200 сибиряков работало на гавайских сахарных плантациях. Почти все они вернулись на родину, а часть осела в Калифорнии. Но особенно на Гавайях выделяются японцы. И не только японские туристы, которых здесь обычно особенно много, но и в целом люди, которые живут здесь уже много лет. Как, например, вот эта улыбчивая японка Йошики, которая 50 лет назад приехала сюда, выскочила замуж за местного и осталась здесь жить. В честь столетия японской эмиграции на острове Оаху построили потрясающе красивый храм. Здесь ты чувствуешь себя как в Японии. Записочки на деревьях, большой пруд, в котором плавают рыбы и лебеди. Здесь даже бамбук растет. А еще сюда привезли огромный 6-тонный колокол, который был сделан японскими мастерами в Осаке. Но самое интересное, что все это точная реплика 900-летнего буддийского храма, который находится в префектуре Киото в Японии. И если будете на Гавайях, или в Японии, то это мой рекомендацион. На этом рассказ о социальном разнообразии островов можно было бы и закончить, если бы не еще одна интересная деталь. На Гавайях сейчас происходят очень интересные вещи. Во всей Америке локдаун. В Калифорнии, которая относительно близко отсюда, закрыты детские сады, спортзалы, рестораны. Да и с американским паспортом нынче особо не попутешествуешь. Поэтому люди, которые заняты в IT-индустрии, в частности, и могут позволить себе работать дистанционно, прилетают на Гавайи, где карантин не так чувствуется, есть океан, солнце, пальмы и все остальное. Короче, Гавайи сейчас — это ковидное Бали, но только для Америки. На Гавайях я встретил неприлично большое количество ребят, занятых в IT-индустрии. И очень многие из них — выходцы из бывших советских стран, которые сейчас живут преимущественно в Калифорнии. Как, например, Артем Петров, который прилетел на Гавайи с супругой и маленькой дочкой. С Тёмой мы встретились в одном из отелей на Вайкики, где возле бассейна он, работал. Самое интересное, что с Тёмой мы знакомы 17? Очень много. Около 16 лет. Расскажи, чем ты занимаешься? Я зам креативного директора Snapchat. Так и чем ты занимаешься? Разве это не объясняет это, нет? Ну, сложно сказать. Хороший вопрос, чем я занимаюсь? Несколько недель назад Петров с семьей временно переехал в Гонолулу и теперь работает отсюда дистанционно. Многие твои друзья сейчас работают здесь? Слушай, дофига. Я насчитал 15, сейчас еще двое едут, уже 18 человек. 18 человек откуда? Да. Это все LA и Сан-Франциско. Очень много ребят из Сан-Франциско. Сейчас новая тенденция. Я сейчас смотрю, ребята, у кого заканчивается лиз, то есть лизинг их апартаментов, у них по контракту они должны там его дожить. Это не как в Москве, не можешь бросить какую-то квартиру за месяц, предупредив. У тебя обычно подписался на год, тебе надо на год прожить или очень такие довольно серьезные штрафы. И вот ребята, у кого сейчас заканчивается, они сейчас самые везучие, потому что они, по сути, не продлевают квартиру в Сан-Франциско, а переезжают сюда. У меня несколько друзей сейчас из Microsoft, из Walmart бросают свои квартиры, собирают чемоданы и прописываются здесь на 3 месяца. Это наша была лучшая идея вообще забить на контракт на жилье в Джерси и приехать сюда на 2 месяца. Все вещи перевести в хранилище и приехать сюда. Тёма пригласил меня на вечернюю прогулку на яхте, где я познакомился с еще одной компанией ребят, которые, как и он, временно переехали на Гавайи. В общем, на Гавайях сейчас прям настоящее нашествие айтишников и стартаперов. Слушай, на самом деле во всех фильмах, во всех играх одна и та же история. Когда начинается пандемия, ты очень хочешь оказаться на каком-то воображаемом острове, на котором нету вируса, нету зомби. И нам показалось, что мы не знаем, что будет в 2021 году, и мы решили заранее оказаться в правильном месте. Здесь очень мало кейсов, и мы собрали вещи и просто приехали сюда. Мне кажется, так безопаснее, черт его знает. На всякий случай. Очень строгий локдаун сейчас в Калифорнии, все закрыто, никуда нельзя попасть.
У многих, у нас, например, ребенок, площадки закрыты, рестораны закрыты. И здесь таких рестрикшенов нету. И ощущение, что 14 тысяч кейсов в Калифорнии, ну, в Лос-Анджелесе в основном, и 75 здесь, на всем острове или на всех Гавайях, я не знаю. Это как бы очень большая разница. Кажется, здесь можно дышать. И вот мы сейчас без маски даже, что не было со мной довольно долго. Так что благодаря этой спонтанной миграции в будущем социальная картина островов вполне может измениться. Ну а мне осталось показать вам еще одну важную деталь Гонолулу. Это сансеты. Можете считать меня старомодным, но для меня сансет — это важная часть каждого путешествия. Скорее всего, это дань Казантипу, Алды, надеюсь, здесь. А может быть, это просто, ну, какая-то такая романтическая история. В общем, сансет — это очень круто и важно. И здесь на Гавайях просто сумасшедшие сансеты. Сансеты — это важная часть островной жизни. Можно смело сказать, что это бесплатное шоу, которое здесь устраивается каждый день. И все, по возможности, конечно, стараются не пропускать его. К вечеру народ обычно подтягивается на побережье и занимает свои места в зрительном зале. Кто-то перед закатом привозит аппаратуру и играет диджей-сеты прямо у океана. А еще здесь довольно много серферов. Многие из них специально приезжают к вечеру, чтобы картинно катнуть на закате на зависть всем остальным. В принципе, все, что я хотел вам показать в Гонолулу. Город действительно интересный, но впереди еще много всего, и нам пора двигаться дальше. Но сначала срочный выпуск новостей. А сейчас, внимание, важная новость. У меня новые часы. Это новая модель швейцарских часов Certina DS-PH200M. Улучшенная версия часов, которую я уже показывал вам в выпуске из Швейцарии. В Швейцарии была небольшая проблема, так как я очень неаккуратный человек и неаккуратно отношусь ко всем вещам, которыми обладаю, и часы не исключение, я поцарапал стекло. Да. Специально для таких безалаберных людей, как я, Certina использовала в новой модели прочное сапфировое стекло с обеих сторон корпуса. Его очень сложно поцарапать или разбить, и часы отлично подходят для любителей активных путешествий. В этих часах есть пружина баланса Невахрон, устойчивая к воздействию магнитных полей, ударов и колебаний температуры. В них можно абсолютно спокойно плавать и нырять на глубину до 200 метров, а еще здесь есть автоматический подзавод, который имеет запас хода до 80 часов. Чтобы, знаете ли, тратить время на впечатления, а не на подзавод часов. По ссылке больше информации об этой и других моделях Certina. Теперь, когда мы закрыли все вопросики по Гонолулу, ловим финальный рассвет над городом и можно двигаться дальше. Несмотря на то, что Оаху — это относительно небольшой остров, он все же довольно насыщен в плане природных достопримечательностей. В общем, сейчас все сами увидите. Что в первую очередь сильно удивляет на острове, так это очень быстрая смена пейзажей и климатических зон. У тебя сначала серые скалы без растительности, а потом через 5 минут хоп, и все в зелени. Невероятно. Первым делом мы отправляемся на северное побережье острова. Здесь меньше туристов и одни из самых сильных волн на всех Гавайях. В общем, как вы уже догадались, я снова решил рассказать вам о серфинге. Я рассказывал вам о серфинге в Австралии, на Бали, и вот я на Гавайях, я снова хочу сказать про серфинг. Не потому, что я решил задолбать, а потому, что серфинг появился именно здесь. Гавайцы начали серфить, когда это еще, мягко говоря, не было мейнстримом, примерно 500 лет назад. Первые доски были не очень похожи на современные и могли весить до 70 килограмм. Ну а во всем мире серфинг стал популярным благодаря этому человеку. Его звали Дюка Ханамоку. Бронзовая статуя Дюка стоит у входа на пляж Вайкики в Гонолулу, и он по праву считается отцом современного серфинга. Так что катание на доске на Гавайях — это не просто модное увлечение, а один из аспектов национальной идентичности, как шака или укулеле. Мне очень повезло, я прилетел на остров в момент проведения международного чемпионата по серфингу, который называется Billabong Pipeline Masters. Он проводится уже более 50 лет, 70-го года, и собирает сотни людей со всего мира, которые приезжают посмотреть на это шоу. Теперь пару слов о месте, где все это происходит. Это один из самых известных и самых сумасшедших серф-спотов в мире, который называется Banzai Pipeline. На пайплайне могут серфить либо профессионалы,
либо камикадзе. Пайплайн в переводе с английского означает «трубопровод», и это очень точное описание этого серф-спота. Благодаря рифу, который расположен на мелководье, волна здесь закручивается почти в идеальную трубу. Задача спортсмена, который участвует в этих соревнованиях, во-первых, заехать в эту массивную трубу, продержаться там какое-то время, ну и, самое главное, выплыть из нее. А удается это, как вы понимаете, далеко не всем. Волны на пайплайне от 3 до 6 метров, не самые высокие в мире, но все равно это место очень коварно. Если что-то пойдет не так, огромная масса воды скручивает тебя в рогалик, полощет как в стиральной машинке и бьет об острый риф. Человек теряет сознание и может попросту утонуть. Поэтому в основном здесь катаются профессионалы, которые хорошо знают рельеф дна. Ну а на чемпионате обязательно дежурит бригада, которая в случае чего сможет помочь. Это не только один из самых известных, но и один из самых опасных спотов в мире. Здесь погибло, покалечилось очень много народу. На дороге возле пайплайна часто можно встретить табличку «Пропал человек». В большинстве случаев это какой-нибудь серфер, который в одиночку катался здесь и, скорее всего, утонул. Но, несмотря на очевидную опасность и огромные волны, это место как магнит притягивает к себе спортсменов и любителей серфинга со всего мира. Надо сказать, что как зритель я вот прям с замиранием сердца смотрел на это шоу. Кроме больших волн, на Оаху есть также вулканы. Все они, к счастью, потухшие и уже давно стали особой фишкой ландшафта острова. Один из них мы с вами уже видели. Это вулкан Diamond Head. Diamond Head – одна из самых узнаваемых деталей в скайлайне Гонолулу. Этот бывший вулкан довольно большой, и рассмотреть его как следует можно разве что с самолета. Вообще, вулканы – это неотъемлемая часть процесса формирования островов. Чтобы нагляднее это показать, я отправился в место, которое называется China Walls. Это место давно облюбовали серферы из-за хороших волн, но нам интересно по другой причине. Дело в том, что здесь очень наглядно можно посмотреть, как формировались Гавайи. То, что вы сейчас видите, это по сути годичные кольца Гавайских островов. Лава слой за слоем выстилала этот природный фундамент. И недалеко от China Walls, естественно, тоже находится вулкан. Да, ребят, привыкайте, вулканов в этом выпуске будет много. Просто потому, что их много на Гавайях. И иногда ты даже не сразу понимаешь, что место, в котором находишься, расположено в кратере бывшего вулкана. Как, например, это военное кладбище на окраине Гонолулу. Вулканы здесь — это одна из достопримечательностей, которая также используется и для активного отдыха. Как, например, кратер Коко Хэт. Для туристов это весьма популярная локация для короткого хайка. А местные используют эту тропу для тренировок. Приезжают сюда по несколько раз в неделю, просто чтобы в аэробном темпе преодолеть все 1048 ступеней, ведущих на самую макушку вулкана. В среднем это занимает 30-40 минут, и я, естественно, тоже решил попробовать. Я думаю, без проблем осилим. Короче, я думаю, что надо все-таки подключать авиацию. В такие моменты я думаю, как же хорошо, что у меня есть кожедуб. Эта лестница, бывшая ранее железной дорогой, была построена для военных нужд во время Второй мировой войны. По ней солдаты провизию перевозили наверх. Вот тут располагались казармы и пункт наблюдения. Сейчас же это национальный парк и просто отличное место, чтобы ловить закаты и рассветы. Мне так здесь понравилось, что на следующий день, рано утром налегке я все-таки поднялся наверх. И это было очень правильным решением, потому что на рассвете здесь, ну прям совсем отлично. Кстати, оказалось, что если идти налегке, то это простейший хайк. И сюда поднимаются и с детьми, и даже с собаками. И они, похоже, вот справились с заданием гораздо лучше меня. В общем, это была легкая фиаско, и я понял, что надо срочно наверстывать. К счастью, на Оаху живет мой товарищ, который знает все местные пешеходные маршруты. К нему в гости мы и отправляемся. Чтобы вы примерно понимали район, куда мы едем, это вот те горы позади Гонолулу, над которыми висят плотные облака. Это и есть фабрика по производству радуги для всего острова. Я как будто бы в Коста-Рике.
Знаю, часто говорю эту фразу, но вот здесь было прям реально похоже. Я ехал со стороны Гонолулу, где была отличная погода, светило солнце, и как только начал подниматься по этой дороге, сразу же попал в дождь, потому что климат здесь, на этой горе, которая называется Танталус, он другой, то есть это уже rainforest, то есть здесь дожди идут каждый день, потому что в Гонолулу обычно хорошая погода. Получается реально 25 минут езды на машине, и ты уже в другой, ну, по сути, климатической зоне. Зацените дорожку к дому. Реальные джунгли. Это Жека. С ним мы познакомились на съемках «Орла и решки». Он родом из Львова, но последние 10 лет живет на Гавайях, что в принципе заметно по этому бесстыдно загорелому лицу. Жека снимает комнату в этом доме на Танталусе. Температура здесь на горе может опускаться зимой до 15-17 градусов, поэтому в этом доме есть камин, вещь, которая практически никогда не встречается на Гавайях. Что интересно, в этом доме даже нет централизованного водоснабжения. Вода, которая используется здесь для того, чтобы там помыть руки, помыть посуду для туалета и душа, она дождевая, то есть она собирается в специальную цистерну, и потом люди пользуются. Правда, в случае засухи, то есть если дождя нет неделю, нужно заказывать специальный водовоз, который стоит около $800. Здесь дороже же, чем на Мейнленде? Намного дороже. Это одно из самых дорогих мест в мире. Я даже когда в Норвегии был, я думал, ну мне говорили всегда, Скандинавия супер дорогая, Гонолулу дорого. На другие острова поехать еще дороже, да. Ты снимаешься где-то? Или что это за прикол? Я тебя вижу фотографии в гриме, что это? Ну вот я время от времени участвую в разных сериалах, фильмах, которые здесь снимают на Гавайях. Там специальная такая программа есть, Union называется. И ты когда в Union состоишь, тебе не обязательно иметь своего агента, когда появляется какая-то подработка, где они офигенно платят. Я заскакиваю. Офигенно это сколько? Ну обычно, если какой-то серьезный фильм снимается и овертайм, там до штуки баксов в день получается, да. Вот последний фильм, в котором я принимал участие, Midway был. Я не знаю, видел ты или нет. Да, серьезно? Да. Вот этот грим это оттуда, да. Вот этот грим это оттуда, да. Жека передвигается по острову на пикапе Toyota Tacoma. Вообще пикап — это чисто гавайская тема. Если ты местный, то у тебя обязательно должен быть пикап и обязательно лифтованный, с такими здоровыми колесами. То есть по гавайским канонам вот это полный свэг. На таких машинах народ иногда возит с собой стремянки, чтобы просто хоть как-то залезть в салон. Людей ты можешь туда загрузить, потому что только на Гавайях легально людям ездить именно вот в bed of the truck они называют. Да, то есть я могу легально сесть туда в кузов? Да, прикинь, вот нелегально ехать без ремня безопасности внутри, но легально ехать в кузове. То есть it doesn't make any sense, ну вообще типа здравого смысла нет. Ну, допустим, в Калифорнии, на Мейнленде тебе бы дали бы штраф за это, а здесь нет. Прикольно. Также на мотоцикле, когда на Гавайях ездишь, тебе не обязательно одевать шлем. Почему? Не знаю, жарко, наверное. Запотевает стекло. Короче, мы, аки местные, отправляемся в путь. Просто интересно, чем все-таки жизнь на Гавайях отличается от обычной жизни в Америке? Есть ли разница? Я тебе расскажу, да. Вот, допустим, к примеру, когда я жил в Украине, у меня гардероб был, наверное, как у какой-то 18-летней девочки. У меня там по 20 пар шузов, джинсы по последнему писку моды. Здесь шорты, майка, тапочки, все, меня больше ничего не интересует, понимаешь? Вот это абсолютно выпадает из твоей жизни, у тебя приоритеты меняются. Так как на Гавайях круглый год тепло, местные жители не тратятся на покупку зимних вещей. Какая-никакая, а все-таки экономия. Но мы немного отвлеклись. Как вы помните, наша цель — это хайк, поэтому первая точка на маршруте — шоссе H3. Это самый дорогой хайвей, когда-либо построенный на Гавайях. Каждая миля этой дороги обошлась налогоплательщикам в $80 миллионов. Всего же было потрачено почти 1,5 миллиарда. Но нас в данном случае интересует не столько само шоссе, сколько самый знаменитый гавайский хайк, который над ним проходит. Он называется «Лестница в небо». Это закрытая, запрещенная тропа на одну из местных гор. Было принято решение остановиться неподалеку и обследовать обстановку с помощью дрона. Честно говоря, я первый раз в жизни взлетаю из кузова автомобиля. И вот тут появились две плохие новости. Первая — это то, что дроном туда не долететь, а вторая — то, что и подняться туда мы сегодня не сможем. Мы не можем туда подняться, потому что нелегальный хайк, он опасный. Получается, лестницу они построили лет 50 тому назад. И копы стоят, тикет штука баксов. Как вы уже догадались, как раз в этот день
там стояли полицейские. Вот у меня знакомые из Швейцарии, студенты здесь были на визе тоже. Их словили, они пытались вернуться в Америку, именно из-за этого их не пустили. Да ладно? Да. То есть повлияло на визу их? Да. То есть это, в принципе, нарушение закона, да. В общем, если очень кратко, мы сделали этот маршрут на Решке нелегально, но это потрясающе красивая тропа, которая поднимается прямо на вершину горы, не знаю, сколько там метров. И это было в туман, был такой Silent Hill, и, конечно, хотелось бы показать вам, как эта тропа выглядит при нормальной погоде, но... Но Жека поделился со мной видео, так что я вам все-таки его покажу. Это и есть самый известный и самый инстаграмный гавайский хайк Stairway to Heaven — лестница в небо. Лестница здесь была построена во времена Второй мировой, и ведет она на самый верх горы Коолау, где до сих пор сохранились остатки военных антенн. Главный бонус этого непростого и местами довольно опасного восхождения — 360 градусов, пожалуй, лучшего вида, который вы только сможете найти на острове Оаху. Ты делал этот хайк 33 раза. Как вы уже помните, штраф за этот нелегальный хайк составляет $1000, а Жека за все это время так ни разу и не попался. 33 штуки сэкономил. Я думаю, вы уже обратили внимание на эти потрясающе красивые горы с зелеными складками. Я влюбился в них еще в первый приезд на Гавайи, и чтобы сейчас посмотреть их чуть поближе, мы приехали в ботанический сад с труднопроизносимым гавайским названием. Для меня эти вот вулканические морщинистые горы, которые покрыты буйной зеленью, это и есть тот самый визуальный код Гавайев. Перепутать вот это с каким-то другим местом очень сложно. Ты видишь эти горы и понимаешь, я на Гавайях. Нам не очень повезло с погодой, и это место не смотрелось так, как оно могло смотреться, будь здесь солнце, но Коалоа Ранч вы, скорее всего, уже видели, потому что здесь снималось около 80 голливудских фильмов, среди которых «Годзилла», «Кинг-Конг», «Джуманджи», сериал «Лост» и, конечно, «Парк юрского периода». Это, в принципе, первая ассоциация, которая возникает у тебя в голове при виде этого хребта. Давайте теперь посмотрим эти горы, так сказать, с более близкого расстояния. В общем, если будете на Гавайях, то это мой рекомендацион, тем более, что кроме самого ранчо, здесь есть еще на что посмотреть. Вот этот необычный конус, торчащий из воды, здесь называют шапка китайца. Она реально выглядит как шапка китайца. Ага. Мы с друзьями любим брать серфборды, плыть туда, потому что гавани там нет, на лодках не добраться, на джетски не добраться. Скидываем внизу серфборды, поднимаемся на макушку горы. Ну, это такой небольшой воркаут для нас. Тут нужна оговорка, что Жека профессионально занимается греблей, а еще серфингом, фридайвингом. В общем, очень много времени проводит в океане. Он-то мне и рассказал, что пару дней назад видел здесь недалеко от берега китов. Это пока не киты, а всего лишь картинка для привлечения внимания. На самом деле у локдауна есть и положительные стороны. Например, природа здесь настолько очистилась, что сюда, к Оаху, подплыли киты. Они обычно тусуются на других островах, но сейчас, так как туристов мало, трафика лодок тоже как бы мало, здесь есть киты, и мы сейчас попробуем их поймать. Я очень надеюсь, что сегодня мне удастся наконец-то снять вот этот вот канонический прыжок кита из воды.
До этого ни в Канаде, ни в Новой Зеландии, нигде я еще ездил на китов. В общем, там нигде я этого не видел. Надеюсь, что сегодня мы закроем этот гештальт раз и навсегда. Посмотрим. После небольшого перекуса традиционным гавайским блюдом поке мы отправились в путь. Зачем мы сюда приехали? Будем кататься на джетски. Едем смотреть на китов. Чей это джетски? Моего кента Юрчика. Он сейчас работает, а мы на его джетски будем рассекать. Я надеюсь, теперь вы понимаете, зачем на Гавайях пикап. Тут я решил воспользоваться знанием гавайских законов и прокатиться в кузове пикапа. Совершенно легально. Короче, мы отправились на поиск китов, но, как вы понимаете, в нашем случае без эксцессов не обошлось. В общем, мы заглохли. У нас произошли какие-то технические неполадки, и, в общем, двигатель не заводится. А мы в море. Недалеко, правда, от берега, но... в каком море? В океане? Посмотрим. Заглохнув еще раз 10, мы с Божьей помощью все-таки отправились в район, где предположительно можно было найти китов. По прибытию стало понятно, что наша идея увидеть китов на гидроцикле — это полный фейл, так как океан сильно штормило. Не было видно ничего от слова совсем. Сейчас, по идее, нырнем. Я попробую услышать китов, если их слышно. Это говорит о том, что они в радиусе полмили как их можно услышать? от нас. Ушами обычно. Но это вообще невероятное чувство. Ты слышал, как поют киты? Да, я, короче, когда занимался спирфишингом, то есть, стреляешь рыбу, подводная охота, вот. И это неописуемое чувство, когда ты слышишь, как они поют, мама с детенышем, прям, не знаю, слезы у тебя наворачиваются, мурашки по коже. Ты должен запрыгнуть в воду. Они здесь. Хор китов. Да ладно. Я говорю, здесь хор китов. Ты должен запрыгнуть в воду. Это тема. Ты их услышал? Да! Недолго думая, я тоже прыгнул в воду, а дальше слушайте сами. Да, чувак! Простите за звук, я не National Geographic, но это то, что записала GoPro под водой, и здесь нет никаких звуковых эффектов. Короче, я услышал китов. Нереально. Мы просидели на этом месте еще минут 15 в надежде их увидеть, но, к сожалению, из-за того, что в этот день океан был неспокоен, мы в итоге так ничего и не увидели. Но совершенно точно, что семья китов с малышом была где-то очень-очень рядом. Честно, я вообще не расстроился. Это был просто невероятный опыт. В общем, китов мы, к сожалению, не увидели, но то, что мы их услышали, я вообще не знал о существовании такой возможности. Я не знал, что можно погрузиться в воду и услышать, как поют киты. Для меня это, наверное, возможно, даже еще круче, чем увидеть, как кит выпрыгивает из воды. В общем, мурашки по коже, честное слово. Что касается хайка, который так долго откладывался, в итоге мы его все-таки сделали. И это точно того стоило.
такой была моя поездка на остров Оаху, центральный остров Гавайского архипелага, который имеет в своем арсенале, пожалуй, все, что хочет увидеть человек, приезжающий на экзотический остров. Потрясающую природу, красивый океан, отличную столицу и закаты, ради которых хочется сюда возвращаться. Это все, что я хотел показать вам на Оаху, но это далеко не все, что я хотел вам показать на Гавайях. Так что наше путешествие по островам еще не закончено. До скорой встречи!